Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко из Центра Алхимия. И сегодня мы будем смотреть расклад под кодовым названием «Мы расстались. Что нас ждет?». Расклад смотреть тем людям, которые расстались. Можно вообще загадать ради интереса своих бывших с точки зрения вообще, как человек относится сейчас к вашему расставанию спустя время. То есть рад этот человек, не рад, вообще что думает, не думает. И для тех можно смотреть тем, кто вот расстался недавно, да, пока еще все свежее, еще непонятно, еще вроде как хочется помириться, помиритесь, не помиритесь, что вообще там будет и так далее. Работать будем на Таро метапосланий. Работать будем на Таро метапосланий. Хотела сказать еще на каком-нибудь, но нет, видимо. Только возьмем метапослание. Так, первый вариант, второй вариант, третий. Рыжий камень, аметист, белый камень, невеста я его называю. Классайте в тайминге на тот, который вам нравится, и давайте начинать. Итак, все, кто выбрали первый вариант, вот этот красивый рыженький камешек, всем привет. Давайте смотреть вашу ситуацию. Что же было там у вас? Итак, вы, ваш партнер, и что между вами вообще произошло? Ну, по какой причине произошло расставание? Значит, вы, судя по всему, человек были такой вот очень, знаете, ну, не были и есть, наверное, уверенный в себе. Как-то человек очень ответственный, человек, которому не нужно было внимание, признание со стороны других людей, человек, который знал себе цену сам. Ваш партнер, в отличие от вас, судя по этому королю Пентаклей, был человек, который постоянно нуждается в каком-то подтверждении своей исключительности. Человек, который любил хвастаться, любил демонстрировать, показывать людям, как я живу, что у меня есть, чем я владею. То есть как будто вот материальная сторона перевешивала очень много. Как будто нужно было постоянно чувствовать себя немножечко выше, чем другие. То есть если у вас не было такого, вы не заискивали никогда ни с кем, вы не пытались казаться лучше, чем вы есть, вы были таким, какой вы были, то ваш партнер, скорее всего, очень нуждался в этой социальной оценке. Судя по принцессе кубков, между вами что произошло? Причина вашего расставания – это, скорее всего, непонимание друг друга. То есть, возможно, у кого-то здесь возникли отношения на стороне, судя по принцу кубков. А у кого-то, ну вот, просто были отношения, ну такие вот, знаете, как параллельная реальность. Два человека в паре, но при этом каждый жил какой-то своей жизнью. У вас одна жизнь, у вашего партнера жизнь совершенно другая. Но, глядя, опять же, на принца кубков, мне хочется сказать, что главная ключевая история вашего расставания кроется даже не в том, появились ли у вас или у вашего партнера отношения на стороне, а в том, что у каждого из вас были разные совершенно мечты и жизненные цели. И, видимо, один из вас или оба вы одновременно пошли своей дорогой. И из-за этого и произошло, по сути, расставание друг с другом. Как ваш бывший партнер видит ситуацию, которая происходит между вами, или произошла между вами тогда, вот как он видит ее сейчас, ваш бывший партнер. Восьмерка кубков. То есть человек не понимает вообще, что случилось. Во-первых, человек не понимает, наверное, своих собственных мотивов, почему я так поступила или поступила. Слишком много страхов, слишком много давления. Я бы сказала, что вообще ваш бывший партнер старается избежать любыми путями любых мыслей или любых каких-то новостей про вас, про то, что между вами было. Человек закапывается в своей жизни и старается вообще не думать ни о чем, то есть не хочет видеть очевидных вещей. Очень удобно вашему бывшему партнеру находиться в какой-то своей картине мира. Эту ситуацию описывать для себя так, что мне там было сложно, плохо, невыносимо, что мне в этих отношениях было очень тяжело, что человек чувствовал себя, ну, каким-то, знаете, как в тюрьме постоянно. То есть не было свободы, нечем было дышать. То есть нужно было как-то постоянно, может быть, подчиняться вам или делать что-то еще. То есть вот ситуация такая, ну, сложная, запутанная. То есть
непонятно вообще, ни что случилось, ни почему произошло. Как ваш бывший партнер оценивает свои действия? Да, вот действия, которые фактически привели к вашему расставанию или которые не привели к вашему примирению. Действия свои, судя по силе, оценивает нормально. Я все правильно сделал или сделала. С одной стороны, здесь в этой силе есть некий элемент бездействия, а с другой стороны, здесь есть такое, знаете, ощущение торжества. То есть я тебе столько много дал или дала, я чуть ли не украшение была или был твоим украшением, и поэтому я тебе очень хорошую дал там жизнь, очень хорошие возможности, что-то еще. То есть человек оценивает себя и свои действия в отношении вас как правильные. То есть загаданному человеку не в чем себя винить. И точно человек не испытывает чувство стыда и чувство вины, потому что руководствуется своим собственным каким-то вот, таким величием. Может быть, это звучит эгоистично, но человек считает, что он очень много вложил труда в ваши отношения. То есть, в принципе, старался делать эти отношения какими-то очень хорошими. Поэтому оценивает свои действия так, что я во всем был прав или права. Как оценивает ваши действия загаданный вами персонаж? Да и ваши действия, в принципе, оценивает очень хорошо. Вы для бывшего своего партнера человек очень тонкий, романтичный. Вы очень много, наверное, своему партнеру давали. Но в этой девятке кубков есть история, опять же, про себя. Допущу, что в первом варианте загаданный вами персонаж считает, что вы слишком эгоистичны, что вы слишком многого хотели, что вы не хотели довольствоваться меньшим, что вы хотели каких-то приключений, какой-то новизны, каких-то новых эмоций, чего-то еще. То есть, что тебе не хватало. То есть, вот в таком контексте. Если бы не эта новизна, может быть, и все было бы хорошо. То есть, как будто вот у вас планка была чуть выше в жизни, и вообще вы сами постоянно стремились к чему-то. Да? Человек, который рядом с вами находился, ему по восьмерке мечей и, собственно, по королю пентаклей всего было достаточно. То есть мне ничего больше не нужно, мне хватает этого. Хочет ли загаданный вами человек вернуть все обратно? Отношения, вас и так далее. И здесь у меня жрица. Да? То есть это говорит о том, что ваш бывший партнер, наверное, вряд ли хочет вернуть что-то обратно, потому что у многих здесь уже есть совершенно другие какие-то отношения, другая женщина точно есть, если вы загадали мужчину. Вот. Если вы загадали женщину, то здесь женщина, как-то, мне кажется, не особо заинтересована ни в каком партнерстве, потому что живет сама по себе. Вот. Если загадали мужчину, то у мужчины точно есть другая женщина вообще. Вот. Не могу сказать по этой карте, что человек хочет вернуть все назад. Все нравится. Все нравится, что есть сейчас, и нет смысла ничего восстанавливать. Восстановите ли вы свои отношения? Вот вообще, да? Давайте поговорим. Восстановите ли вы вообще отношения, чтобы хотя бы разговаривать друг с другом? И вернется ли этот человек к вам? То есть восстановится ли ваши отношения, ваша пара? То есть если говорить об отношении, об общении каком-то, то здесь люди могут общаться либо только в том случае, если есть какие-то неурегулированные юридические или документальные вопросы, или какие-то дела, такие вот социального характера, и все. Но мне кажется, для большинства людей, людей, здесь прямого общения в справедливости, скорее всего, может быть, и не будет. Может быть, здесь какая-то часть людей просто держит себя в курсе о том, как развивается ваша жизнь, но прямого контакта нет. То есть я бы сказала, что вы можете следить за жизнью друг друга, но контактировать так очень натянуто. Если говорить о восстановлении отношений, четверка пентаклей говорит, что нет, восстановление отношений в вашем случае невозможно. Даже если один из вас будет хотеть, это надо очень сильно извернуться, потому что у второго человека есть уже какая-то совершенно другая жизнь, которой человек не намерен делиться. То есть я считаю, что в первом варианте о восстановлении отношений речи быть не может. Это категорически исключено. Что вам сейчас нужно сделать или что вы можете сделать сейчас полезное для себя в этой ситуации, чтобы, может быть, снять тоску, принять расставание, как-то переосмыслить, может быть, все, что между вами произошло, и облегчить как-то свое состояние. Король жезлов. То есть для женщин это история про начало новой жизни.
и в том числе про нового мужчину. Вы должны поставить перед собой цель или загадать желание, или захотеть встретить нового мужчину в своей жизни. Если мы говорим про мужчину, если вы мужчина, то вы должны начать новую жизнь. То есть поставить точку здесь и двигаться дальше. Найти новое увлечение, общаться, знакомиться, ну и в конце концов, может быть, создать семью, если вы будете этого хотеть. И в том числе нужно заняться работой, потому что король жезлов, он у нас про работу, про профессию. Да? На дне колоды тройка мечей, то есть мне хочется сказать, что в вашем случае это расставание было очень травматичным, очень болезненным. И, скорее всего, это было вынужденное такое решение. Причем такое решение, наверное, о котором вы знали. То есть такое чувство, что вы знали, что вы с этим человеком все равно расстанетесь. Потому что по-другому как бы не могло быть. Потому что ваши отношения, ну вот они подошли к логическому концу. Все в них, что было, завершилось. И пришло время выстраивать что-то новое, но в том числе с учетом этого травмирующего опыта. Так что я вам всем желаю скорейшего выздоровления. Погорюйте, отпустите, идите в новое будущее, потому что там вас тоже ждет много любви и счастья. Пока-пока, приходите к нам учиться и обязательно запишитесь на консультацию. Второй вариант. Всем привет. Смотрите, какой красивый аметист, сияющий. Давайте будем смотреть вашу историю. Вашу историю. Кому-то из вас очень сильно была нужна семья. И тоже что-то пошло не так. Ну что, поехали. Вы, ваш бывший партнер или партнерша. И что произошло? Почему расстались? Берем сюда подальше. Итак, вы, ваш партнер, и что произошло? Ой. Ну, слушайте, интересная тут история такая происходит. Я бы назвала вас человеком очень активным. Таким, знаете, очень амбициозным. Вы очень амбициозный человек, очень эффектный внешний человек. Человек, который очень хорошо разбирается в жизни, ничего не боится. Всегда смотрит только вперед. Ваш партнер – это человек, который больше акцентирован, наверное, на такой более простой жизни, без завоеваний. Вот если вам нужно постоянно охватывать много пространства, да, вы куда-то стремитесь, вам интересно, то человек, с которым вы раньше состояли в отношениях, это тот или та, кому просто хотелось вот тихой, спокойной жизни. И опять же, здесь такая странная история. Мне хочется сказать, что вы человек, который не особенно был заинтересован фактически, наверное, как-то вот в семье, при том, что вот с этим конкретным человеком вам очень хотелось, чтобы вас выбрали или вас приняли. Тот человек, который был с вами в отношениях, ну, как-то вот почему-то не стремился очень вас ценить. Я не знаю, у меня такие странные противоречивые ощущения, как будто вы одного поля ягода, но один из вас находился в браке, а один был человеком свободным. И здесь, ну, как-то вот, как будто вас не выбрали, как будто вот, не выбрали. Не дали вам того, чего вы хотите. Как будто человек так и остался жить той жизнью, которой живет. Вот если смотреть на отшельника, как будто вы даже и на расстоянии, в общем-то, находитесь. Может быть, кстати, здесь такая очень интересная история, что на самом-то деле человек выбрал вас, но так и не смог реализовать в полной мере или не смогла реализовать. То есть не стал вашим партнером вот прям как-то по жизни. Какое-то здесь расставание вот дистантное.
без разговоров, без объяснений. Вот вы просто расстались, как бы, и все. И все. И у вашего бывшего партнера все осталось как было, а у вас, очевидно, очень много в жизни происходит интересного, судя по всему. Но вы очень часто можете, ну, или видеть, или вспоминать, или сталкиваться с этим человеком. Как ваш бывший партнер видит ситуацию, касающуюся вашего расставания вот сейчас, да, ну, или видел когда-то? Шестерка жезлов. Ну, как видит? Во-первых, я хочу сказать, что все-таки, наверное, раз вышла шестерка жезлов, вы для этого человека были очень приятным, лакомым кусочком, но, к сожалению, одним из многих. Ваш бывший партнер или партнерша очень хотел или хотела нравиться другим людям, другим женщинам или другим мужчинам. Человек искал для себя что-то исключительное. Что-то прям вот, ну, такое вот, как чек-лист заполнял. Мне надо, чтобы было вот это, вот это, вот это, вот это. И такое чувство, что вы были вот как в череде вроде бы, да, тех, из кого вы выбирали. Но при этом как-то все равно занимали какое-то главенствующее, может быть, даже место. Я могу дополнить и добавить к этой шестерке жезлов, что ваш бывший партнер точно, наверное, не торопился с вами сближаться. Человек, которого вы загадали, ну, точно понимал или понимала ваши чувства, ваши эмоции, ваши отношения, ваши ожидания, что-то еще. Но это был настолько эгоистичный, как мне кажется, персонаж, который, ну, пользовался этим. Это было очень приятно понимать, что ты нравишься, что тебя там любят, ждут, ценят, что-то еще. Ну и все, и все. Вот примерно так человек видел ситуацию раньше и видит ситуацию сейчас. Может быть, кстати, эта история не про то, что этот человек не хотел быть с вами, да, пользовался вашими чувствами и эмоциями. Может быть, как раз здесь ситуация наоборот. Это вы пользовались эмоциями и чувствами этого человека, а он ждал и хотел быть с вами в том числе. Может быть и такое, кстати, потому что все-таки здесь первые три карты у нас вышли такие очень своеобразные, интересные, которые разворачивают историю как раз и про завоевание, и про семью. Но если переходить к оценке, да, как человек оценивал свои действия в отношении вас и как оценивает ваши действия. И хорошо, и те, и другие. То есть на самом деле, вот несмотря ни на что, опять же, человек считает, что он поступил с вами правильно. И считает, что вы правильно поступили. Раз уж у вас здесь вышла семья, и у мужчины, может быть, или у женщины тоже вышел император, скорее всего, и здесь у нас семья, да, может быть, речь идет о том, что вы уже оба имеете семьи. И у вас, и у загаданного вами человека. И здесь нет каких-то обид. Возможно, здесь история про то, что если вы загадали мужчину, то мужчина понимает, что хорошо, что я остался в своей семье, и хорошо, что у нее появилась семья. Если вы загадали женщину, то здесь та же история. Женщина думает, хорошо, что вот у меня какой-то мужчина, может быть, есть другой или остался тот же самый, который был, и у этого, у мужчины, у вас тоже история в жизни сложилась как-то правильно. То есть тоже есть отношения, тоже есть семья. То есть тут с точки зрения расставания загаданный вами персонаж оценивает свои действия, ваши действия так, что вы все сделали правильно. То есть нет повода для претензий друг к другу на самом деле. То есть если разобраться, то это расставание, оно только в плюс. У каждого из вас в конечном итоге все сложилось хорошо. Хочет ли человек на самом деле вернуть все? Вот все, что было с вами, хочется ли вернуть? Принц мечей нет, не хочется. И более того, любая попытка, наверное, может быть, с вашей стороны как-то вот проявить внимание или что-то еще, она, ну, сразу вызывает очень много агрессии внутренней. То есть человек хочет сделать, ну, может быть, даже больно иногда. И как раз-таки, чтобы вот не дать возможности вообще ничему вернуться. Очень странный принц мечей в контексте этого вопроса.
Я бы сказала здесь, что человек может быть даже, кстати, ну, чрезмерно самоуверен или самоуверена. Безусловно, может думать о том, что если я захочу, она будет моей, или он будет моим, там что-то еще. Могут быть такие, безусловно, мысли. Но на самом деле ничего возвращать не хочется, потому что это будет неизбежный какой-то опять конфликт и какая-то большая проблема. Почему-то, не знаю. Как-то тут все очень сложно. Может быть, кстати, раз уж у нас здесь четверка жезлов вышла, эта карта говорит о том, что человек очень боится какую-то угрозу принести своим сегодняшним отношениям или своей сегодняшней семье. То есть боится даже об этом думать. Может быть и такое, кстати. Что вы сейчас можете сделать полезное для себя в этой ситуации, чтобы как-то облегчить свое состояние? Восьмерка мечей. Ну, наверное, исследовать все темные уголки ваших отношений. Как-то разобраться с ними внутри себя прежде всего. И самое важное, наверное, а что самое важное, слушайте? Я даже не знаю, что сказать про восьмерку мечей в контексте самого важного. Но самое полезное и самое важное здесь одно — исследовать каждый уголок в буквальном смысле, наверное, понять и осознать, что вы вот в этих отношениях вы сами загнали себя в какую-то проблемную ситуацию. То есть вот, ну, эти отношения для вас, они были какие-то, ну, как западня. Надо было выходить из них, а вы, видимо, в них остались. Поэтому вот какие-то эти вещи про себя исследуйте, про то, что вы сделали сами для себя не так. И станет легче, с большой долей вероятности. Восстановите ли вы свои отношения вообще в контексте там общения с друг другом, да? И восстановите ли вы вообще отношения, там, семью, что-то еще, то есть будет ли у вас что-то? Если мы говорим про общение, у нас очевидная двойка мечей про общение. Нет, общаться маловероятно. Тут люди не очень горят желанием общаться, но друг о друге помнят. Всегда, в принципе, всегда. Восстановите ли вы семейные отношения? Ну, что там восстанавливать, если там нечего восстанавливать? То есть там, в принципе, все сломалось. То есть тоже нет. Я не вижу возможности. На дне колоды умеренность. То есть вот вы навсегда остаетесь все равно связанными друг с другом. Вот так или иначе. Все равно жизнь вас связала, музыка вас связала, что угодно. И здесь что мужчина, что и женщина в этих отношениях, ну, наверное, сыграли какую-то роковую роль в жизни друг друга. Потому что мужчину ранило, наверное, женское невнимание. А женщину ранила, ну, наверное, история про то, что, может быть, мужчина не очень часто прислушивался к ее чувствам, руководствовался какими-то своими вообще планами на жизнь. Хотя мне хочется сказать, здесь мужчина очень злится на себя за то, что он проявил какую-то слабину, слабость, какую-то слабость. Не знаю, как-то отпустил свои чувства, что ли. Какой-то здесь вот такой очень интересный контекст, что что-то вот сделал не так, не то, что было нужно. Опять же, в отношении себя самого. Если мы говорим про женщину, то женщина здесь, ну, вот как хочет, так и будет. Типа, мне вообще пофиг. Как будто женщина и уйти не могла от мужчины, и мужчина ей этот был не нужен. И вот она рассталась с ним его руками. Какая-то такая здесь странная история. Не знаю, что это значит. Но в любом случае я вам желаю хороших отношений, любви, счастья, удовольствий. Возвращайтесь к нам снова, приходите на консультацию. С вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Третий вариант — белый камешек. Всем привет. Давайте будем смотреть вашего бывшего партнера или партнершу. Итак, ваш партнер
что между вами произошло. Вы постоянно оборонялись в этих отношениях, партнер постоянно нападал, а произошла другая женщина. Такое чувство. Такое чувство, что произошла другая женщина. Как-то вот, я не знаю. Другая женщина. Ну или другой мужчина, естественно. Императрица здесь. Уже человек, который так наслаждается. Смотрите, какая история вообще. Тут мужчина, а тут женщина. Да? То есть такое ощущение, что история отношений между вами в том, что вы очень хотели сохранить то, что между вами было. Вы как-то бились за эти отношения, за эту семью, за это знакомство. Вы говорили, ну хорошо, не хочешь так, давай попробуем иначе. Предлагали разные варианты. А партнер вам сказал, да иди ты в пень, как говорится. Ничего мне не надо, я вообще хочу что-то свое. Типа, все, давай, до свидания. Финита ля комедия. Вот как-то здесь так было. Как ваш бывший партнер или ваша бывшая партнерша видит ситуацию с вашим расставанием сейчас или видели тогда вот на момент расставания? Как это вообще все? Все очень запутано, ничего не понимаю, не знаю ничего, что делать. Какие-то объяснения, не знаю, что говорить, что объяснять. Вообще разговаривать не хочу, не о чем разговаривать. У меня там свои какие-то дела, какие-то запутанные здесь ситуации, какое-то ощущение давящего такого вот давления. То есть, опять же, история восьмерки мечей, где-то она у нас сегодня выходила уже в раскладе. Это тема про то, что человек не хочет касаться этой ситуации на самом деле, потому что человек создал себе какую-то историю, какую-то картину, и он в рамках этой картины живет. То есть вместо того, чтобы увидеть истину, узреть истину, да, я не могу ее узреть, говорит это бегающее существо в этом лабиринте, потому что мне надо выйти из него. А выйти из него надо так, чтобы эти 4 анубиса меня не заметили, потому что они охраняют входы и выходы. Как-то надо выскочить оттуда. То есть человек постоянно гоняет внутри себя эти мысли и считает, что вынудили, может быть, обстоятельства. Да? То есть это не я, это не я. Я не хотела или не хотела. Это вот так обстоятельства, так жизнь так сложилась на самом деле. Как человек оценивает свои действия в контексте расставания, как человек оценивает ваши действия в контексте расставания. Но человек помнит, что вы, видимо, все-таки пытались помириться, восстановить ситуацию и так далее. И в том числе человек считает, что вы как-то очень хорошо устроились, в том числе. Какой-то даже начали новую жизнь, а у меня, дескать, все плохо. Свою ситуацию и свои действия человек оценивает так, что все прошло, все прошло. Типа вот неожиданно так сложилось, что все закончилось. Ну и закончилось, и что его, как говорится, держать. Расстаемся, значит расстаемся. Человек считает, что это опять же внешние обстоятельства. Это не я. Так сложились обстоятельства. Поэтому я так поступила или поступила. Хочет ли человек вернуть все, что было между вами? 2 карточки вышло у нас, достанем. Хочет ли человек вернуть то, что было между вами? Я бы сказала, что, наверное, да. Хотелось бы вернуть то, что было между вами, но с одной оговоркой. Если вы здесь загадали для себя мужчину, то мужчина хотел бы все вернуть, если бы точно был уверен, что вот вы не будете активно сопротивляться и вы не будете делать больно. Тут человек как будто знает, что вы не подпустите его на пушечный выстрел. Если вы загадали женщину, то ваша женщина, наверное, хотела бы, может быть, вернуть все как было, если бы не какой-то новый уже мужчина, и ее желание вот как-то защищать саму себя. Не знаю, здесь, если вы загадали женщину для себя, то, мне кажется, женщина не хочет возврата. Женщина не хочет возврата. Какое-то здесь сопротивление. Достанем вот так вот. Вот так вот. Нет, я думаю, что женщина не хочет возврата. Нет.
У женщины либо есть уже какой-то новый человек, новый мужчина, опять же, да, все равно у нас опять к тематике тройки императрицы выходит. Нет, женщина не хочет возврата. Здесь женщина говорит, что, ну нет. Здесь какое-то столкновение интересов. Может быть, она и хотела бы что-то вернуть, но она понимает, что будет какая-то проблема. В отношениях с вами будет какая-то проблема. Опять, этих проблем было вот много, да, невозможность как будто говорить, вы не можете договориться, у вас бесконечные конфликты, претензии какие-то постоянно. Опять же, со стороны, видимо, бывшего партнера здесь, да, претензии, потому что у нас тут партнер, да хотя, может быть, и не со стороны бывшего, а обоюдно, потому что здесь явная позиция в первых картах, такая вот сопротивление. Оба человека хотят гнуть одну линию, и ни один из людей не готов прислушаться друг к другу. В итоге получается конфликт и, соответственно, расставание. Вот что здесь выходит. Поэтому нет, я бы сказала, что никто не хочет ничего возвращать обратно. Восстановите ли вы вообще свои отношения в контексте хотя бы общаться нормально, да? Вот вообще хотя бы общаться, и все-таки восстановите ли вы свои отношения, может быть, если вы хотите именно как семью, или как любовь, или что-то еще. И сразу нет, семья, любовь, принцесса жезлов, все совершенно новое будет и у вас, и у вашего бывшего партнера. Общение, контакт именно, но не знаю. Даже если женщина будет предлагать здесь какой-то контакт, наверное, мужчина как-то вот будет думать, а чем мне это грозит вообще, что она хочет от меня. Я думаю, что и контакт здесь возобновить, но только если по роду вот каких-то дел, да, каких-то, может быть, новостей, обмена новостями или каких-то финансовых историй, потому что здесь в любовниках все равно какой-то есть коннект дистанционный. Женщина может соблазнять, намекать, что-то еще, но мужчина будет думать и оценивать, оно мне надо вообще или нет. Поэтому я думаю, что в принципе о восстановлении отношений точно нет речи. Опять же, эта карта нам подтверждает, да, и о восстановлении контакта. Здесь 50 на 50 в формате того, что вы можете видеть фотографии друг друга или обмениваться смс-ками. Но таких разговоров, допустим, каких-то или общения, там по-родственному, по-дружески, ничего такого не будет. Нет. Что вы можете сейчас и должны сделать для себя, вот что-то полезное в этой ситуации, чтобы вам стало легче, вы все отпустили. У нас выходит королева Пентаклей. Значит, для женщин полностью отдаться людям, которые действительно вам оказывают какие-то знаки внимания, что значит полностью отдаться и переключиться на них, переключить на них свое внимание. Если мы говорим о мужчинах, целиком и полностью отдайтесь какой-то другой женщине, которая, может быть, у вас уже есть или которая у вас будет. То есть именно той, которая действительно вас любит и хочет о вас заботиться. Ну а на дне колоды у меня 4 пентаклей, то есть между этими партнерами в этом варианте очень такая позиция жизненная непримиримая. Этим людям сложно находить общий язык, вряд ли они его когда-то найдут. Потому что один постоянно должен как-то вот изворачиваться, находить подход, а второй говорит, ну вот, я не хочу, это ты извиняйся передо мной. Вот так вот, к примеру. И в начале колоды жрица, то есть история про, опять же, другую женщину или другого мужчину. Или про женщину, которая, в общем-то, ну, предпочла саму себе отношения. Так что вот такая история. А я вам всем желаю отличного настроения. Приходите к нам учиться. Приходите на консультацию. Пишите в контакты, указанные в описании к этому видео. С вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Пока-пока и до новых встреч.